Всем привет, я Марина и с вами Школа Сакрамел. В предыдущем ролике с лайфхаками маникюра я обещала поделиться лайфхаками покрытия. Вы быстро собрали нужное количество лайков, большое вам спасибо. Подписывайтесь на канал и будем приступать. Поехали! После того, как сделали маникюр, выполнили опил форм, приступаем к покрытию. Предварительно тщательно обезжирив ногтевую пластину. Обязательно сначала тщательно убираем пыль, чтобы полностью не осталось, и только затем уже обезжириваем. Часто мастера оставляют пыль, смачивают обильно салфетку, прикладывают ее, и что делают? Пыль только еще сильнее за счет увлажненности забивается везде. Поэтому важно сначала убрать и только затем уже обезжиривать. Обычно я использую безворсовую салфетку, складываю в несколько раз и вот таким вот образом уголочком салфетки прохожу под кутикулой и в пазухах. Кстати, некоторые обезжиривают следующим образом, используют антисептик без каких-либо добавок и увлажнителей. Важно, чтобы у вашего клиента не было ранок и тем более чувствительности, потому что все-таки щетка жесткая и не каждому будет комфортно. Первый лайфхак – использование апельсиновой палочки, обмотанной безворсовой влажной салфеткой или с обезжиривателем. Смачиваю салфеточку, вот таким образом накручиваю и прохожу в синусах под кутикулой, чтобы совсем не осталось пыли. Второй лайфхак – заменить апельсиновую палочку на плоскую кисть. Некоторым клиентам неприятно, когда палочка под кутикулу испытывает дискомфорт. В этом случае кисточка будет менее неприятной. Кисточка подобна метле, все отлично убирает по пазухам и под кутикулой, делая пространство чистым без пыли. Единственное, важно обрабатывать, дезинфицировать эти кисти точно так же, как мы обрабатываем щеточки для смахивания пыли. У меня вот такая плоская кисточка. Смачиваю ее в обезжириватель в небольшом количестве. Завожу в серединку кутикулы и в одну сторону убираю всю пыль и в другую сторону. Также можно пройтись по ноготочку, либо сначала салфеткой убрать пыль, а затем уже в синусах и под кутикулой. Третий лайфхак – заменить апельсиновую палочку и кисточку микробрашем. Он заменяет их обоих. Немного окунаем микробраш в обезжириватель. И по такому же принципу вычищаем пыль от серединки к сторонам. Несомненный плюс, что микробраш – это одноразовый расходник и не требует обработки. Подписывайтесь на мой инстаграм, там вас ждет еще больше полезной информации. Итак, мы обезжирили ногти, нанесли необходимые подготовительные препараты, дегидратор, праймер и готовы к нанесению базы. Четвертый лайфхак: если база загустела от низкой температуры в помещении, не разравнивается, тянется. Минусы густого покрытия в том, что образуются пузырики, которые сложно потом убирать с ногтей клиента, поэтому в некоторых случаях разумнее и удобнее будет разогреть немного материал. Мы можем выполнить следующий прием: поместить флакон базы в теплую воду, немного подождать, пока материал станет более жидким. И наоборот, если материал слишком жидкий, мы можем его загустить, отправив в холодное помещение, например, в холодильник. Сначала промазываем всю ногтевую пластину для увлажнения, чтобы капля базы быстрее распределялась. Обязательно в работе использую опору мизинцем, для того, чтобы кисточка случайно не съехала и не испачкала кожу. Пятый лайфхак – опустите палец клиента таким образом, чтобы покрытие не затекало под кутикулу.
При перевороте руки сделайте угол наклона в 45 градусов относительно стола. В таком случае продольная правильно распределится, и материал будет перетекать на наивысшую точку апекс. Часто клиенты держат палец вот таким образом, все стекает на свободный край, при этом ногти получаются трамплинообразными. Чуть-чуть приподнимите свободный край, и вы увидите, как капля самостоятельно распределяется и стекает на апекс. Шестой лайфхак – использование камуфлирующей или молочной базы под пастельные разбеленные цвета. Так вы сможете добиться плотности цвета, не нанося дополнительные слои. Помимо этого, камуфлирующей базой очень будет удобно работать новичкам, потому что вы по пигментации цвета будете видеть, где выложили ровно, а где есть впадинки, бугорки. Вы рассказываете клиентам, как правильно ставить руку в лампу и почему это важно. Замечали, что покрытие при просушке часто стекает на одну сторону, хотя изначально все казалось достаточно ровным. Что делать в таком случае? Не снимать же полностью покрытие. Мы сейчас с вами обезжириваем и поверх опиливаем, делая правильную архитектуру. Не переживайте, носибельность базы от этого не ухудшится. Седьмой лайфхак. При просушке попросите сначала клиента подержать руку на весу 10-15 секунд. Когда материал схватится, можно уже ставить руку полностью. Таким образом, у нас покрытие не будет затекать на одну из сторон. Единственное, такой случай подходит не всем. Только для особо аккуратных клиентов, для того, чтобы они не смазали покрытие, не задели лампу. А также для тех, кто не будет сильно напрягать пальцы, от этого покрытия, наоборот, может затекать под кутикулу. В общем, попробуйте данный лайфхак, а его действенности напишите мне в комментариях. Следующий этап – нанесение цветного покрытия. Воспользуйтесь следующим лайфхаком. Возьмите апельсиновую палочку, оттолкните кутикулу для более глубокой прокраски. Апельсиновой палочкой я совершаю такие приподнимающие движения, даже больше не отталкивая кутикулу, а именно раскрывая, в том числе и синусы. И теперь наша кутикула подготовлена для прокраски под нее. Увидели затек? Никогда так не отправляйте в лампу на просушку. Уберите его аккуратно апельсиновой палочкой. Испачкалась палочка, ее можно почистить. Это следующий лайфхак. Заточите палочку опилку, и она снова как новая. Кладу палочку плоскостью на опилку и совершаю длинные движения. Мы не будем рассматривать лайфхаки, как убрать затеки покрытия. У меня на канале есть несколько видео на эту тему. Обязательно посмотрите, чтобы их не допускать. Девятый лайфхак. Для равномерного нанесения цвета без проплешин положите кисточку лежа. Таким образом, цвет будет оставаться на ногтевой пластине, а не полностью убираться вместе с кистью. Совершайте длинные движения от кутикулы до свободного края. При покрытии цветом также ставлю угол наклона пальца вниз, обязательно с опорой мизинцем, чтобы четко контролировать кисточку. Кладем ее лежа, и у нас сразу появляется плотный цвет на ногтевой пластине. Если кисточку приподнять, она просто соберет весь цвет, делая проплешины. Прокрашиваем боковые стороны. Под кутикулой тонкой кистью или кистью из флакона. И самое главное, разравнивание. Я еще добавляю немного материала и глажу поверхность по воздуху длинными движениями от кутикулы до свободного края. Если совершать короткие прерывистые движения, мы видим, что весь ноготь прокрашен неравномерно. Работают только мои пальцы, не веду за собой всю руку. Набираю каплю только с одной стороны, хорошо оттягиваю кутикулу, опускаю ноготь вниз. И вторым слоем я уже не буду прокрашивать под кутикулой, потому что гель-лак сам туда у меня прекрасно затечет. Важно, что кутикулу я держу сильно натянутой, а отпускаю ее только по пути в лампу. Если опустить ее раньше, кутикула упадет и испачкается о гель-лак.
10-й лайфхак. Для ослепительного, красивого блеска сделаем небольшое довыравнивание топом. При покрытии топом также располагаю ноготь клиента вниз, толкаю кутикулу, задерживаюсь на несколько секунд, кладу кисточку лежа, не поднимаю ее. И теперь излишками топа с кисточки выполняю длинные движения. Если кисточка полусухая, можно еще дополнительно набрать материала. Но не нужно делать вот такие разравнивающие движения, как обычной базой. Топ не требует такого выравнивания. Переворачиваю. Даже могу не смотреть на то, как распределяется материал, потому что топа не так много. Жду секунд 10, переворачиваем и оцениваем блик. Если он красивый и ровный, то отправляем на просушку в лампу. 11-й лайфхак. Для большей четкости формы подпилим торцы. Я думаю, это ни для кого уже не секрет, что при выравнивающем слое мы можем это сделать и не бояться за покрытие. Важно, чтобы пилка была не супер жесткая, где-то 180-240 грит совершаем длинные движения, добиваясь четкости на свободном крае. А чтобы ноготь не отслаивался с внутренней стороны, можно аккуратно его выпилить алмазной насадкой или твердосплавной, после этого покрыть базой или топом с внутренней стороны. Для того, чтобы натуральный ноготь не отслаивался с внутренней стороны, мы можем его немного подпилить фрезой. Обезжириваем и с внутренней стороны покроем базой или топом тонкой кистью. В таком положении отправляем на просушку. Но это еще не все. Для законченного вида, для красивых фоток, как из Instagram, мы выполним полировку кутикулы по маслу. Уберутся даже самые маленькие заусенцы, и кутикула будет выглядеть безупречно. Для этих целей лучше выбирать шлифовщик более мягкий, например, зеленой абразивности, у меня серый. Если видите салатовый шлифовщик, он будет совсем мягкий и не повредит покрытие. Масло лучше использовать натуральное. Небольшую каплю ставлю себе на перчатку, окунаю насадку, выставляю нужную скорость 7000 оборотов в положении форвард и начинаю наполировывать кожу движениями туда-обратно. Боитесь задеть покрытие, тогда можете отвернуть руку клиента от себя. Либо можем переключить направление вращения фрезы и совершать движение наверх. Для того, чтобы наши ногти были более красивыми на фото, можем сделать следующий лайфхак. Нанести это же масло на салфеточку, смоченную обезжиривателем. В серединку наносим, складываю, делаю такой как уголочек. И этим уголочком протираю пазухи и под кутикулой. Получается, что обезжириватель высохнет и масло будет совсем не видно, при этом кутикула будет увлажненной. И еще один штрих для идеального фото – это нанесение увлажняющего, дегидратирующего тоника для рук. Далее можем наполировать ногтевую пластину, но часто, если будем использовать вот такие безворсовые салфетки, они оставляют полосочки на поверхности, поэтому лучше взять ватный диск и вот таким образом наполировать в том числе и кожу, только смотрите, чтобы не оставалось ворсинок. Получается, у нас блестит топ, увлажненная кожа и нет излишнего количества масла. Нравятся мои ролики? Хотите знать больше о маникюре? Предлагаю присоединиться и получить доступ к базе знаний школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов по цене одного с получением сертификата. Они доступны по всему миру. Переходите по ссылке в описании, чтобы узнать подробнее. Хотите следующую часть по лайфхакам мастера маникюра? Ставьте пальчик вверх, жду 10 000 лайков. Пишите в комментариях, какие еще лайфхаки знаете вы, это будет полезным для многих. Желаю всем успехов в работе, счастливо, пока-пока. Снова я напиваюсь, снова говорю пока. Капля не, вот что она там. Мы с вами, что там?